Мы снова вернулись в Италию и сегодня посетим столицу региона Лигурии Геную. Город расположен на берегу Генуэзского залива Лигурийского моря. В XII веке Генуя была независимым городом-государством с мощным торговым и военным флотом. В настоящее время это крупный порт и исторический центр Европы. Генуя является родиной Христофора Колумба и Никколо Паганини. Считается, что в XVI веке в Генуе создали ткань для пошива джинсов. Термин «джинсы» произошел от названия города Дженова, по-русски Генуя. В XIX веке Леви Страусс привез этот материал из Европы в Америку, открыл швейную фабрику по пошиву джинсов. Круизный терминал находится на территории города, и от порта до центра можно дойти пешком за 15 минут. Поэтому мы составили маршрут и отправились гулять по старинным улицам Генуи. Вот такой красивый вид на город. Сегодня 6 апреля, погода, конечно, обалденная. На территории порта расположен крупнейший аквариум в Италии и второй по величине в Европе. Называется «Сфера». Она находится возле аквариума в старом порту. Корабль построили специально для съемок фильма Романа Полански «Пираты». Я решила полюбоваться городом с высоты птичьего полета и зашла в панорамный лифт. Кабина прикреплена к стреле, которая поднимает ее на высоту 40 метров и начинает вращаться. Здесь открываются отличные виды на всю Геную и залив. В кабине помещается 30 человек. Мне повезло, ожидаемой очереди не было, и кабина была наполовину заполнена. Это красивое здание Палаццо Сан-Джорджо. Оно было построено в 1260 году. Дворец был предназначен для создания гражданско-политического центра, представляющего власть правительства Генуэзской республики. Некоторое время дворец использовался в качестве тюрьмы. Самый известный заключенный этой тюрьмы был Марко Поло. В XV веке во дворце находился один из самых старейших банков – Банк Святого Георгия. Клиентами его являлись короли разных стран и сам Христофор Колумб. В настоящее время Палаццо Сан-Джорджо находится администрация Генуэзского порта. Мы развернулись на 360 градусов и начинаем спускаться вниз.
Весь процесс от подъема до спуска занимает около 15 минут. Метро. Гены начали печь лепешки, которые называются фокачча бред. Кто-то их называет фокачча. Вот здесь они очень популярны. Ой, как здесь пахнет. Вкусно. Арматура у него это. Но все равно же как-то висит. Долго висит. Пошел к Перед нами кафедральный собор Сан-Лоренцо. Это резиденция архиепископа Генуи. Собор был освящен Папой Римским в 1118 году и далее строился между XII и XIV веками. Колокольня высотой около 60 метров и купол были построены в XVI веке. За 5 евро можно подняться туда наверх. У нас уже просто не было сил. Лифта нет, пешком. Этот снаряд попал в кафедральный собор во время Второй мировой войны. По какому-то чуду он не взорвался. Вот его здесь установили. Мы идем вдоль торца кафедрального собора по направлению к центру города. Мы вышли на площадь Матеотти, и перед нами дворец Дожей или Палаццо Дукале. Этот дворец был построен для правителей Генуэзской республики во второй половине XIII столетия. Сейчас это центр культурных мероприятий и художественных выставок. Также там находится музей. Я зашла в Палаццо Дукале
И здесь сейчас происходят какие-то выставки продажи местных производителей. И вон там впереди виден внутренний дворик. Палаццо Дукале имеет два фасада, и мы вышли через второй и оказались на площади Феррари. Впереди биржа, бронзовый фонтан, символ Генуи. Вот туда прямо улица 20 сентября, центральная улица города. А слева это оперный театр. Справа от биржи банк. Вид на площадь с другой стороны, и отсюда хорошо виден второй фасад Палаццо Дукале. Этот дворец Палаццо делла Регионе. Он был построен в 1924 году. Здесь располагается резиденция регионального совета Лигурии. Банк Италии. Палаццо делла Борса, генуэзская фондовая биржа. Здание было построено в 1912 году. Это самое красивое здание центральной площади Генуи. Оперный театр генуэзский. А прямо перед ним это памятник Гарибальди, национальному герою Италии. Он помог объединить всю Италию. Театр Карло Феличи, крупнейший оперный театр Генуи, учрежден в 1824 году королем Карлом Феличи и носит его имя. Находимся на улице 25 апреля. Все улицы такие старинные, красивые. Вот сейчас мы идем по улице Гарибальди. И мы должны подойти к Красному дворцу. Это еще одна достопримечательность Генуи. Палаццо Дориа Торси или дворец Никколо Гримальди. Здание является резиденцией муниципалитета Генуи и частью городского музейного комплекса. Дворец был построен в 1565 году. В нем находятся залы музейной галереи с генуэзской живописью XVII и XVIII веков, нумизматическая коллекция и коллекция керамики муниципалитета Генуи. В зале Паганини сохранились скрипка Паганини и реликвии самого известного скрипача всех времен. Также там можно увидеть манускрипты, принадлежавшие Христофору Колумбу.
Дворец Финолы в настоящее время принадлежит банку. Такая она красивая, улица Гарибальди. Как мои мальчики зашли. Ой, куда мы зашли, я еще не знаю. В общем, надо просто по городу гулять, и куда-то вы придете. И не пожалеете. Такой дворик. Как красиво. Красный дворец или Палаццо Росса ранее был особняком аристократов Генуи XVII века, а сейчас это картинная галерея и музей. Другое очередное красивое здание с такими интересными часами. Солнечные часы. Другая улица. Слушай, что не улица, то история. Я не могла понять, почему в некоторых городах Европы такие миниатюрные мусорные и полицейские машины, пока не увидела, по каким узким улицам им приходится проезжать. Христофор Колумб родился в Генуе в 1451 году. Это дом-реконструкция, в котором он жил на протяжении 15 лет со своей семьей. Уцелевший фрагмент городской стены XII века. Мы отплываем с Генуи, покидаем этот потрясающий красивый город, старинный, с необыкновенными видами. До свидания, Генуя. А мы держим курс на Флоренцию. Я надеюсь, что во Флоренции будет такая же замечательная погода, которая нас сопровождала пока все время нашего путешествия. Я не знаю, ли нам повезло, или время года такое.
Сейчас начало апреля. Прям мне не хочется заканчивать съемку, но так глаз радует, эти виды. Я не знаю, когда я еще такое увижу. Стою и любуюсь. Прощается с нами колокольным звоном. Здесь что слышно?